Глава 2186. Восстание жуков. В этот момент объединенные горы крайности больше не могли противостоять шару молнии без поддержки магической силы Ханли, и они разделились на 3 шара духовного света, которые разлетелись в разные стороны. Тем временем черно-белый шар молнии снова начал быстро опускаться, в мгновение ока врезавшись в массивный черный браслет. Под молнией вспыхнул черный свет, и браслет мгновенно взорвался, выпустив в воздух бесчисленное количество гигантских пурпурно-полосатых золотых жуков-пожирателей. Это были не те самые жуки-пожиратели Ханли, которые были кандидатами в жуки-монархи. Однако все жуки в настоящее время были довольно вялыми и дезориентированными. Они ничего не делали, кроме как зависали в воздухе, по-деревянному взмахивая крыльями. Однако шаровая молния, естественно, ни для кого не собиралась останавливаться и продолжала спускаться в рой жуков. Черно-белые молнии яростно сверкали, и многие пурпурно-полосатые золотые жуки-пожиратели обуглились до черноты, прежде чем упасть дождем с неба. Несмотря на то, что эти жуки-пожиратели обладали практически неразрушимыми телами, некоторые из более слабых все же получили тяжелый удар от грозной молнии скорби, и хотя они не погибли, в результате они потеряли сознание. Что касается оставшихся жуков-пожирателей и кандидатов в монархи, то они сразу же вышли из дезориентированного состояния после бомбардировки молниями. Кандидаты в монархи из жуков издали резкие крики, и все пурпурно-полосатые золотые жуки-пожиратели мгновенно ринулись к шару молнии, образуя вокруг него мерцающий золотой шар, прежде чем поглотить молнию со всей своей силой. В отместку на поверхности шара молнии появилось еще больше дуг молний, прежде чем они набросились на рой жуков. Таким образом, шар молнии начал быстро уменьшаться от пожирания, но все больше и больше пурпурно-полосатых золотых жуков-пожирателей теряли сознание, прежде чем упасть с неба. После нескольких вздохов все нормальные взрослые жуки-пожиратели упали без сознания, и только дюжина или около того все еще упорно держались, продолжая пожирать молнии изо всех сил. Однако шар молнии не обращал внимания на пурпурно-полосатых золотых жуков-пожирателей и продолжал падать на Ханли. К этому моменту шар молнии уже уменьшился примерно до четверти своего первоначального размера, но даже при этом он все еще имел несколько десятков футов в диаметре и был наделен поразительной силой. Будучи прикрыт на некоторое время пурпурно-полосатыми золотыми жуками-пожирателями, Ханли сумел завершить свою вторую трансформацию нирваны. Перед лицом нисходящего шара молнии он издал сокрушительный рев, и его тело резко увеличилось до нескольких тысяч футов в размерах, когда он одновременно поднял все 4 своих массивных руки. Слои серебряных духовных узоров тут же появились по всему его телу, а затем сошлись к его 4 рукам, образуя серию серебряных образований разных размеров. Внезапно серебряный свет на 6 руках Ханли померк, и появился набор мерцающих серебряных доспехов, покрывающих все его руки от плеч до кончиков пальцев. При ближайшем рассмотрении можно было обнаружить, что броня состоит из бесчисленных чрезвычайно красивых чешуек, на каждой из которых было выгравировано миниатюрное образование, излучающее таинственную ауру. Ханли использовал свою мантру очищения 100 меридианов вместе со своим телосложением святой нирваны и 12 трансформациями пробуждения, и это был первый раз, когда он делал такое. Почувствовав ужасающую силу, собравшуюся в его собственном теле, Ханли обрел большую уверенность. Он отдернул свои 4 руки в серебряных доспехах, а затем медленно взмахнул ими в воздухе, послав резкий вопль, разнесшийся по всему окрестностям. Затем его 4 руки расплылись, когда из воздуха появились 4 массивных серебряных проекции рук, прежде чем в унисон ударить по нисходящему шару молнии. Раздался еще один сокрушительный удар, и гигантские проекции рук впились пальцами в шар молнии, как серебряные крюки, в то время как огромная сила вылилась из их ладоней, сжимая шар молнии со всех сторон. Шар молнии быстро сжался перед лицом огромной силы сжатия, но он также ударил по 4 гигантским проекциям рук стрелами черно-белых молний. С каждым ударом молнии, который выдерживали массивные проекции серебряных рук, свет в глазах гигантской обезьяны внизу слегка тускнел, и ее аура также немного ослабевала. В мгновение ока 4 гигантских проекции рук были поражены сотнями молний, и аура Ханли уменьшилась почти наполовину. Однако прямо в этот момент Ханли издал оглушительный рев, и огромные проекции серебряных ладоней увеличились примерно вдвое по сравнению с первоначальным размером. Затем 4 руки растопырили пальцы и схватили мертвой хваткой весь шар молнии, выпустив вспышку пронзительного серебряного света, совершенно не обращая внимания на ответные молнии. Бесчисленные пятицветные руны вырвались из серебряного света, а сила сжатия, действующая на шар молнии, резко возросла в несколько раз, заставив его взорваться. После взрыва бесчисленные черно-белые молнии яростно обрушились на все вокруг, и 4 гигантские серебряные проекции рук были мгновенно уничтожены. Ханли тут же выплюнул полный рот кровавой сущности, и броня на его 4 руках также разбилась, прежде чем распасться на точки серебряного света. Без каких-либо дальнейших препятствий на их пути все оставшиеся черно-белые молнии обрушились на Ханли, как проливной шторм, мгновенно затопив его гигантское обезьянье тело. Массивная обезьяна неустойчиво покачивалась перед лицом свирепых ударов молний, но в конце концов сумела устоять, поскольку окружающая земля сильно дрожала.
После нескольких раундов бомбардировки черно-белая молния, наконец, исчерпала всю свою силу, оставив землю внизу сильно разрушенной, а все тело Хань Ли покрытым ранами. В этот момент большая часть пурпурно-золотистой чешуи Хань Ли была оторвана, обнажая огромные участки обугленного черного золотистого меха, представляя чрезвычайно печальное зрелище. После взрыва черно-белого шара молнии гигантская дыра наверху бесшумно исчезла. Таким образом, над котловиной воцарилась особенная тишина, и на небе не осталось ничего, кроме плотного покрова темных облаков. Ха-ха, настоящая молниеносная скорбь действительно столь же страшна, как предполагают слухи, но ее все равно недостаточно, чтобы убить меня. Внезапно снизу раздался взрыв смеха, и узоры духов, золотая чешуя и лазурный рог на теле Хань Ли быстро исчезли, когда он вернулся в свою человеческую форму. После этого Хань Ли медленно поднялся на ноги, а затем начал осматривать свое тело. В этот момент его лицо полностью лишилось цвета, но все раны на его теле исчезли без следа, мгновенно исцелившись благодаря его безумным регенеративным способностям, когда он отменил свою собственную трансформацию. Конечно, его внутренние повреждения на самом деле все еще были довольно серьезными, и ему потребуется много времени, чтобы полностью оправиться от них. Прямо в этот момент сверху внезапно раздалось громкое жужжание, и Хань Ли слегка запнулся, прежде чем посмотреть вверх. Там он обнаружил пурпурно-полосатых золотых жуков-пожирателей, летающих по воздуху совершенно невредимыми. Когда эти кандидаты в монархи-жуки издали этот своеобразный жужжащий звук, громкое жужжание также раздалось из-под земли, когда один бессознательный золотой жук за другим поднимался в воздух, прежде чем собраться вокруг кандидатов в монархи в отдельной группы. Вдобавок ко всему, все группы проявляли сильную враждебность друг к другу. Это было довольно тревожное зрелище для Хань Ли, и он немедленно попытался приказать всем жукам вернуться к нему, но его сердце быстро упало, поскольку ни один жук не прислушался к его призыву. На лице Хань Ли появилось мрачное выражение, и как раз в тот момент, когда он собирался применить секретную технику, чтобы силой призвать жуков, дюжина или около того стаи жуков-пожирателей внезапно начали атаковать ближайший рой во главе с жуками, кандидатами в монархи. Десятки тысяч жуков-пожирателей собрались в огромное золотое облако, а затем начали злобно рвать и пожирать друг друга под громкий шорох. Дюжина или около того пурпурно-полосатых золотых жуков-пожирателей также в безумии пожирала всех ближайших жуков-пожирателей, проглатывая целого жука целиком всего за несколько укусов. Увидев это, в глазах Хань Ли появилось странное выражение, и он внезапно остановился в своих действиях. Как раз в тот момент, когда он немного растерялся, не понимая, что делать, из темных облаков наверху внезапно раздался взрыв тревожных криков, после чего в безумии вырвались бесчисленные шары черного света. При ближайшем рассмотрении можно было обнаружить, что эти шары черного света содержат проекции призрачных голов. Все эти проекции были разного размера и цвета, а их крики были разной высоты, но все они вызывали у слушателя чувство дезориентации. Здесь небесный дьявольский монарх. Увидев это, зрачки Хань Ли сузились, и выражение его лица потемнело, когда он поднял взгляд вверх, не обращая больше внимания на враждующие стаи жуков. Почти в тот же момент темные облака наверху яростно нахлынули, и раздался взрыв восхитительной небесной музыки, когда серые нити света возникли, а затем сошлись, образовав серую зеркальную проекцию. Внутри проекции были ореолы серого света, каждый из которых медленно падал на Хань Ли. Серый свет в гигантском зеркале слегка вспыхнул, и зрение Хань Ли резко затуманилось, после чего он очутился в совершенно незнакомом мире. Глава 2187. Борьба с дьяволом с помощью божественной молнии. В глазах Хань Ли промелькнул намек на осторожность, и он опустил голову, чтобы посмотреть на свое тело, после чего выражение его лица сразу же немного изменилось. Он обнаружил, что стал немного тоньше, и хотя он все еще носил ту же одежду, что и раньше, все его браслеты для хранения, духовные браслеты и сокровища исчезли. Что было еще более необычно, так это то, что, когда он направил свое духовное чувство на собственное лицо, он обнаружил, что вернулся к своему 13-летнему виду, за исключением того, что его кожа была такой же безупречно белой, как нефрит, а не темной и загорелой. Моя душа вышла из моего тела. Похоже, скорбь внутреннего демона вот-вот начнется, пробормотал Хань Ли про себя, положив руку на собственное лицо. Прямо в этот момент в голове Хань Ли внезапно раздался взрыв гендерно-нейтрального кудахтанья. «Мы снова встречаемся, паршивец. Я не думал, что ты дойдешь до этого момента за такое короткое время. Однако в этот раз я спустился лично, так что даже если ты настоящий бессмертный, ты определенно проиграешь. Ты не сможешь преодолеть эту скорбь внутреннего демона». Серое небо расступилось, и появилось гористое призрачное лицо, зловеще кудахчащее, облизывающее свои удивительно толстые губы массивным языком длиной около 10 футов. Гигантская призрачная голова была никем иным, как небесным дьявольским владыкой, который решил отомстить Хань Ли, и ему удалось спуститься в это пространство благодаря силе скорби внутреннего демона. «Это так? Я не думал, что ты будешь настолько глуп, чтобы предстать прямо передо мной», — бесстрастно возразил Хань Ли. «Как ты смеешь?
Я заставлю тебя пожалеть о том, что ты родился». Небесный дьявольский повелитель взревел от ярости, и призрачная голова начала увеличиваться в размерах среди волны черного света. Увидев это, на лице Хань Ли появилось холодное выражение, и он внезапно открыл рот, чтобы выпустить 3 шара золотого света размером с кулак. Шары золотого света расплылись, а затем появились прямо перед призрачной головой, оказавшись 3 золотыми ромбовидными объектами. Это были 3 миниатюрных золотых копии с разбросанными по всей поверхности ярко-красными рунами. Несмотря на то, что небесный дьявольский владыка не смог сразу определить, что это были за объекты, в его сердце вспыхнуло чувство крайней опасности, и он поспешно отступил, словно облако черного тумана, чтобы уклониться от миниатюрных золотых копий. Однако прямо в этот момент Хань Ли издалека указал пальцем на 3 шара золотого света, а затем трижды быстро произнес слово «взорваться». 3 миниатюрных золотых копии немедленно взорвались, и шквал золотого пламени и молний вспыхнул в безумии, мгновенно затопив облако черного тумана, когда раздалась череда взрывов. Черный туман внутри золотого света быстро рассеялся, и изнутри раздался недоверчивый вой боли. Нет. Это ваджерный дьявол, побеждающий божественную молнию. Как ты получил эту молнию? Ты можешь подумать об этом после того, как превратишься в пепел, холодно усмехнулся Хань Ли, прежде чем открыть рот, чтобы выпустить еще 4 шара золотого света. Наглый паршивец. Ты правда думаешь, что этого достаточно, чтобы убить меня? Небесный дьявольский владыка взревел, когда то, что осталось от облака черного тумана, взорвалось на бесчисленные черные нити, которые разлетелись во всех направлениях. Хань Ли, казалось, уже был к этому готов, и выражение его лица слегка потемнело, когда он снова указал пальцем вперед. Внезапно 4 шара золотого света появились в 4 разных направлениях, куда бежали черные нити, а затем взорвались в унисон, посылая сверху дождь золотого пламени и молний. Большая часть черных нитей превратилась в пепел в золотом свете, и только около дюжины удалось вырваться, прежде чем снова сойтись и сформировать призрачную голову на расстоянии более 1000 футов. Однако эта призрачная голова была не только значительно меньше, чем была раньше, но и была очень размытой, что ясно указывало на то, что она серьезно пострадала. Как только эта призрачная голова появилась, на ее лице появилось разъяренное выражение, и она превратилась в злобную призрачную проекцию высотой несколько сотен футов, прежде чем броситься прямо на Хань Ли. Однако на лице Хань Ли внезапно появилась своеобразная улыбка, и он взмахнул рукавом в воздухе, выпустив еще 7 шаров золотого света, которые полетели в сторону приближающейся призрачной проекции. Ярость на лице призрачной проекции мгновенно исчезла, когда она увидела это, и она издала сдавленный крик, прежде чем развернуться и улететь, как шар черного света. Всего через несколько вспышек шар черного света полностью исчез вдали, и в следующее мгновение снова раздался яростный гендерно-нейтральный голос небесного дьявольского владыки. «Ты снова победил меня, человеческое отродье, но не зацикливайся на себе. Я обязательно соберу всех дьявольских правителей в близлежащих королевствах, чтобы помешать тебе, пока ты преодолеешь свои скорби в царстве истинного бессмертного. Когда это время придет, ты не сможешь вознестись даже с ваджерным дьяволом, побеждающим божественную молнию». После яростной угрозы все внезапно смолкло, и Хань Ли вздохнул с облегчением. Он взмахнул рукой в воздухе, и 7 световых шаров вернулись к нему, прежде чем оказаться 7 золотыми бусинами, вокруг которых непрерывно сверкали дуги молний, но на самом деле это не были ваджерный дьявол, побеждающий божественную молнию. Слабая улыбка появилась на лице Хань Ли, когда он спрятал 7 золотых бус обратно в рукав. Эти 7 золотых бус не были полной подделкой, они были просто наполовину законченными ваджерным дьяволом, побеждающим божественную молнию. С тех пор, как Хань Ли достиг поздней стадии интеграции тела, он тайно совершенствовал эту молнию, когда у него было свободное время. Однако эту молнию действительно было крайне сложно усовершенствовать. Несмотря на то, что у Хань Ли было достаточно листьев бамбука золотой молнии, другие материалы было очень трудно найти, и уровень успеха обработки также был ужасающе низким. Даже несмотря на способности Хань Ли на поздней стадии интеграции тела, ему удалось усовершенствовать только 7 частей этой молнии. Что касается 7 наполовину завершенных частей молнии, у него не было возможности полностью их усовершенствовать. Хань Ли заранее тщательно обдумал, как он собирается поступить с этим небесным дьявольским владыкой, прежде чем предпринять попытку прорыва. Внутреннюю демоническую скорбь с самого начала было чрезвычайно трудно преодолеть. С вмешательством небесного дьявольского властелина ему было бы почти невозможно успешно преодолеть это. Таким образом, он разработал план, чтобы ранить дьявольского повелителя настоящим ваджерным дьяволом, побеждающим божественную молнию, а затем использовать фальшивую молнию, чтобы отпугнуть его. Побеждающая молния ваджерного дьявола была чрезвычайно эффективна против небесных дьявольских повелителей, поэтому, хотя дьявольский повелитель обладал способностями стадии Великого Вознесения, был очень хороший шанс, что он будет запуган и отступит комбинации настоящей и поддельной молнии. Прежде чем начать свой прорыв, Хань Ли превратил все свои настоящие и поддельные молнии в единую со своей душой, чтобы иметь возможность использовать их в качестве внезапной атаки в этом пространстве. Как оказалось, ситуация действительно развернулась именно так, как он и предполагал ранее.
Будучи тяжело ранен первыми 7 молниями, небесный дьявольский повелитель немедленно в ужасе убежал при виде 7 поддельных молний. Конечно, это произошло еще и потому, что поддельные части молнии с самого начала были наполовину завершенными ваджрным дьяволом, побеждающим божественную молнию. В противном случае другие виды сокровищ точно не смогли бы обмануть дьявольского повелителя. Теперь, когда небесный дьявольский владыка ушел, Хань Ли был относительно уверен, что сможет преодолеть скорбь внутреннего демона с помощью своего мощного духовного чувства. Прощальная угроза, исходящая от небесного дьявольского владыки, заставила сердце Хань Ли немного упасть, но испытания восхождения были чем-то, о чем ему придется беспокоиться только в далеком будущем, поэтому он не обращал на это особого внимания. Для Хань Ли самым важным сейчас было преодолеть эту внутреннюю демоническую скорбь, чтобы он мог перейти на стадию Великого Вознесения. Помня об этом, Хань Ли быстро сосредоточил свои мысли, и синий свет вспыхнул в его глазах, когда он всмотрелся в окрестности. В этот момент серое пространство вокруг него уже начало рушиться и вздыматься. Несколько мгновений спустя бесчисленные массивные серые глаза внезапно появились во всех направлениях вокруг него, и все они пристально смотрели на него, мерцая пятицветным светом. Как только взгляд Хань Ли соприкоснулся с этим светом, его сознание слегка потускнело, а окружающее внезапно размылось, после чего он оказался в живописной природной обстановке. Взгляд Хань Ли медленно сфокусировался, и он обнаружил, что находится в маленькой деревне. Он также превратился в ребенка примерно 6 лет, носящего одежду из грубой ткани, которую чинили столько раз, что было почти невозможно увидеть ее первоначальный цвет. Сейчас он непроизвольно играл с группой других детей, и эта сцена сразу же вывела на поверхность давно похороненные воспоминания. Собачка — тупое яйцо. Однако еще только ряд эмоций начал нарастать в его сердце, как на его душу подействовал прилив огромной таинственной силы, заставивший его мгновенно забыть все и полностью погрузиться в текущий момент, где он развлекался со своей группой юных друзей. Невдалеке, спотыкаясь, приближалась еще одна тонкая и невысокая фигура, и как только он увидел знакомую фигуру, он тут же в восторге крикнул «Сестренка!». В центре чаши Хань Ли неподвижно сидел на земле с мерцающей золотой зарождающейся душой над головой, которая также совершенно неподвижно сидела в воздухе. Серая дьявольская ци бушевала повсюду вокруг него, создавая непреодолимый барьер, и время от времени из дьявольской ци выбегали черно-белые призрачные фигуры, скелеты и другие дьявольские существа. Однако, как только эти дьявольские существа приблизились к Хань Ли на расстоянии 30 футов, из его тела вырвались бесчисленные дуги золотых молний, чтобы уничтожить их всех. Другие дьявольские существа немедленно в тревоге прыгнули бы обратно в дьявольскую ци, увидев это, но они появились бы снова, как будто они не могли помочь себе. Глава 2188. Скорбь внутреннего демона. На вершине горной вершины вдалеке Серебряная Луна и Чжугуэр стояли бок о бок, с серьезным выражением лица оценивая сцену, разворачивающуюся в бассейне. Дао Се находился на другой горной вершине, сидел на гигантском камне с закрытыми глазами и, по-видимому, больше не интересовался текущей ситуацией Хань Ли. Серый зеркальный объект все еще висел высоко в воздухе совершенно неподвижно, в то время как мутные изображения быстро вспыхивали в пятицветном свете внутри зеркала. Даже при ближайшем рассмотрении эти образы были совершенно неразличимы, как невнятные сцены из сна. Тем временем пурпурно-полосатые золотые жуки-пожиратели все еще пожирали друг друга, как будто завтра не наступило. После столь долгого времени осталось всего несколько сотен жуков, и ситуация уже перешла в такую, когда кандидаты в монархи-жуки с безрассудной энергией пожирали обычных жуков. Обычные пурпурно-полосатые золотые жуки-пожиратели также отважно наносили ответные удары, но они явно не могли сравниться с кандидатами в монархи, и их быстро пожирали. Вскоре после этого тела кандидатов в жуки-монархи также были изрешечены ранами. Таким образом, время медленно шло, и через долгое время все обычные пурпурно-полосатые золотые жуки-пожиратели были съедены, оставив после себя только раненых кандидатов-монархов. В тот момент, когда последний нормальный жук-пожиратель был съеден, все кандидаты в монархи-жуки разделились и на короткое время отдохнули, а затем начали оценивать друг друга с враждебностью в глазах. После всплеска враждебного жужжания эти кандидаты в монархи-жуки немедленно снова бросились в бой, сражаясь друг с другом в битве, которая была гораздо более жестокой, чем та, которая только что произошла. Раздались визги боли, когда сверху посыпались отрубленные конечности, и все кандидаты в монархи-жуки изо всех сил использовали свои способности, чтобы попытаться сожрать друг друга. Однако они были слишком равны, поэтому очевидно, что потребуется очень длительный процесс, прежде чем можно будет достичь какого-либо существенного прогресса в битве. В то же время Хань Ли находился в другом пространстве в сопровождении группы радостных жителей деревни в комнате, украшенной большими кусками красной ткани. Затем все жители деревни ушли с загадочными улыбками, оставив после себя искренние послания, такие как «Мы надеемся, что ваш брак будет процветать» и «Скоро родить ребенка», а затем быстро закрыли дверь в комнату. Таким образом, в комнате остались только Хань Ли и миниатюрная фигурка, сидевшая на большой красной кровати с красной тканью на голове.
Хань Ли несколько неловко почесал голову и только спустя долгое время медленно подошел к деревянной кровати со слабым румянцем на лице. Хань Ли никогда не видел свою новую жену, которая была из соседней деревни. Некоторые подробности о ней он слышал лишь от свахи тети Лю. Судя по всему, она была чрезвычайно умной женщиной, хорошо владела руками и к тому же была довольно красивой. Она сразу привлекла внимание его родителей, которые предложили ее семье в качестве приданого поросенка и 3 ягнят, и их брак был скреплен этой свадьбой, организованной за короткий срок, всего за полмесяца. Как еще раз называли любимое имя его жены? Чун Мэй. Чун Ван. Или это был Сяолин? Хань Ли внезапно почувствовал себя дезориентированным и обнаружил, что не может вспомнить домашнее имя своей невесты, было всего несколько имен, которые казались знакомыми, но не совсем подходящими. Однако все это не имело значения. Эта женщина стала его женой и, как и его невестка, собиралась родить ему 2 или 3, а может быть и больше детей. После этого он будет наблюдать, как его дети растут и создают свои собственные семьи, так же, как это сделали его родители. В этот момент Хань Ли уже стоял возле кровати, но был весьма озадачен тем, почему все эти случайные мысли внезапно пришли ему в голову. Точно так же, как насмехались жители деревни, не должен ли его разум быть более сосредоточен на занятии, к которому он так долго стремился? Хань Ли глубоко вздохнул, чтобы укрепить свою решимость, затем положил руку на кусок красной ткани, накинутой на голову жены. Миниатюрная фигурка под куском красной ткани слегка вздрогнула, видимо, тоже чувствуя себя довольно неловко. Хан Ли почувствовал, что в горле немного пересохло, но он все же набрался смелости и в легкой панике отдернул кусок ткани. Таким образом, Хань Ли раскрыл ряд застенчивых и относительно красивых черт лица. Застенчивая и чрезвычайно удовлетворенная улыбка появилась на лице Хань Ли, когда он отбросил кусок красной ткани, но как раз в тот момент, когда он собирался что-то сказать женщине, леденящее ощущение внезапно поднялось к его голове из дантяня, после чего поток воспоминаний, которые изначально были запечатаны, хлынул в его разум. Улыбка Хань Ли осталась на его лице, но выражение его лица мгновенно стало напряженным. Женщина, казалось, нашла реакцию Хань Ли довольно странной, и она встала с кровати, а затем сделала легкий реверанс в сторону Хань Ли и нежным голосом крикнула: «Муж!». Хань Ли, казалось, пришел в себя, и вместо того, чтобы ответить, улыбка на его лице медленно исчезла, когда он оценил женщину перед собой. Лишь спустя долгое время он задумался и холодным голосом сказал: «Хорошая попытка, но, к сожалению, обмануть меня, заставив поддаться этой иллюзии, будет не так-то просто». Как только его голос затих, Хань Ли взмахнул рукавом в воздухе, выпустив полосу лазурного света, которая мгновенно разрезала тело женщины пополам. 2 половины ее тела тут же рухнули рядом с кроватью, а кровь залила пол. Хань Ли бесстрастно взглянул на расчлененное тело женщины, а затем холодно усмехнулся про себя. «Даже сейчас ты все еще не готов сдаваться. Ты, должно быть, думаешь, что я дурак, если думаешь, что этого будет достаточно, чтобы обмануть меня». После этого он щелкнул пальцем, и из кончика его пальца вылетела золотая молния, прежде чем устремиться прямо к телу у его ног. Внезапно 2 половины тела поднялись вверх, образуя облако черной ци, но Хань Ли был уже готов к этому и немедленно наложил ручную печать, после чего золотая молния отклонилась и ударила в облако черной ци с безошибочной точностью. Раздался пронзительный крик, когда большая часть черной ци была мгновенно уничтожена, но тут же раздался злобный мужской голос. «Не дергайся, паршивец Хань. Возможно, на этот раз мне это не удалось, но я могу заставить тебя пройти через все сферы жизни в этой внутренней скорби. Я обязательно найду брешь в твоем психическом состоянии, и когда придет время, я смогу легко заменить тебя. Я уже овладел техникой очищения духа, поэтому мое духовное чутье сравнимо с чувством культиватора Великого Вознесения. Я смогу поколебать свою решимость», — небрежно усмехнулся Хань Ли. «Правда. Ты действительно так уверен в себе? Не забывай, что мы с тобой в каком-то смысле одно и то же. У меня есть все твои воспоминания и эмоции, и я знаю, какие вещи для тебя самые незабываемые. Решимость может быть и сильна сейчас, но я заставлю тебя пройти через бесчисленные перевоплощения. Если ты оступишься хотя бы в одном из них, ха-ха», мужчина внутри черной ци внезапно разразился хриплым смехом. Выражение лица Хань Ли слегка изменилось, когда он услышал это, но прежде, чем он успел что-либо сказать, черная ци на расстоянии взорвалась, и взрыв своеобразной энергии мгновенно пронесся по всему пространству. Окружающая сцена внезапно разбилась, как зеркало, после чего Хань Ли появился в другом мире во вспышке белого света. Это был двор богатой семьи, наполненный всевозможными растениями и цветами, и к круглой двери вела извилистая каменная дорожка. Перед дверью стояла красивая молодая женщина в зеленом одеянии, на вид около 16 лет, и в настоящее время она оценивала его с широкой улыбкой. «Как мой старший боевой брат, разве ты не должен предложить мне подарок при нашей первой встрече?» — сказала молодая женщина, протянув тонкую и прекрасную руку Хань Ли. Этой женщиной была Мо Цэлиан из поместья Мо.
Хань Ли почти сразу узнал молодую женщину, стоящую перед ним, и невольно спросил: «Какой подарок ты бы хотела?» «Я не привередливая девушка, я приму украшение или что-нибудь интересное и бросающееся в глаза. Если у вас нет ничего подобного, думаю, 7 или 8 тысяч серебряных монет тоже будет достаточно», сказала Мо Цзэлиан в уверенной манере. Губы Хань Ли слегка дернулись, услышав этот знакомый ответ, но затем по его телу прокатилась вспышка таинственной силы, и он мгновенно забыл все, сохранив только воспоминания, ведущие к моменту, прежде чем он вошел в поместье Мо. Такие воспоминания, как присоединение к секте Семи Тайн и принятие доктора Мо своим учителем, стали чрезвычайно ясными, как если бы эти события произошли всего день назад. В этих обстоятельствах Хань Ли рефлекторно ответил: «У меня ни за что не будет 7 тысяч серебряных монет. Как насчет того, чтобы дать тебе что-нибудь еще в будущем?» Услышав это, на лице молодой женщины сразу же появилось жалкое выражение, и Хань Ли совершенно не знал, что делать. Во внешнем мире физическое тело Хань Ли и зарождающаяся душа все еще находились на месте, но дьявольская ци вокруг них становилась все плотнее и плотнее, и дьявольские существа, которые были гораздо более могущественными, чем раньше, часто появлялись, прежде чем попытаться атаковать Хань Ли. Несмотря на то, что эти дьявольские существа также были отброшены золотой молнией, вырвавшейся из физического тела Хань Ли, они появлялись с большей регулярностью, а также нападали чаще, по-видимому, полной решимости забрать тело Хань Ли себе. Глава 2189. Прибытие монархов. Старший Хань уже давно не двигается. Может быть, с ним что-то случилось? Обеспокоенно спросила Чжу Гоэр, глядя на него с горной вершины вдалеке. Не волнуйся, благодаря мощному духовному чутью и силе духа брата Ханя преодоление этой внутренней демонической скорби не должно быть проблемой. Это просто сюрприз, что он привлек так много небесных дьявольских монархов, но мы не можем ничего с этим поделать. Сказав это, я уверена, что он принял бы дополнительные меры противодействия этим небесным дьявольским монархам, так что ни о чем беспокоиться. Несмотря на то, что говорила Серебряная Луна, выражение ее лица говорило о том, что она сама явно очень обеспокоена. Чжу Гуэр знала, что Серебряная Луна тоже очень беспокоилась о Ханьле, но ее сердце все же немного успокоилось, услышав этот ответ. Однако затем она, казалось, что-то заметила и бросила взгляд на другую горную вершину. А куда делся старший Се? Напротив, Серебряная Луна совершенно не удивилась отсутствию Даоса Се, и она ответила: «Два могущественных существа приближаются к этому месту. Даже я, возможно, не смогу победить их, поэтому Даос Се пошел перехватить их. Разберись с еще одной группой нежеланных гостей, и, скорее всего, придет еще больше людей, поэтому мы с Даосом Се, возможно, не сможем вернуться. Таким образом, мы пока оставим все здесь на тебя. Если что-нибудь произойдет внутри бассейна, обязательно сообщи нам об этом немедленно». Как только ее голос затих, Серебряная Луна перевернул руку, обнажив плиту формирования, на которой непрерывно вспыхивала цепочка серебряных рун, указывая на то, что группа Сюй Циньюй посылала ей сигнал тревоги. «Будьте уверены, старшая, я обязательно сделаю все возможное», ответила Чжу Гуэр с серьезным выражением лица. «Хорошо. Сейчас я уйду», ответила Серебряная Луна, кивнув, и тут же улетела полосой серебряного света. Высоко в воздухе, на расстоянии десятков тысяч километров, Даос Се столкнулся с парой существ в стадии интеграции тела, сцепив руки за спиной. Два культиватора стадии интеграции тела состояли из крепкого мужчины с густой бородой и женщины в черном платье. На мужчине была золотая мантия, и большая часть его лица была скрыта за густыми волосами на лице, но его темно-желтые глаза все еще были видны, и один только их вид вызывал головокружение. Что касается женщины, то она была довольно красива, и от ее тела исходили полоски черного света. Они оба выпустили слабую демоническую ци, что указывало на то, что они были демоническими существами стадии интеграции тела. В частности, женщина находилась на поздней стадии интеграции тела. Однако в настоящее время у них обоих был испуганный взгляд, а их лица значительно побледнели перед лицом устрашающей ауры, исходящей от тела Даоса Се. Давление, оказанное на них Даосом Се, превосходило даже давление патриарха Сяо, и в их глазах не было никаких сомнений в том, что этот молодой человек был существом стадии Великого Вознесения, которое было слишком могущественным, чтобы они могли с ним бороться. Наконец, женщине удалось взять себя в руки и сделать почтительный реверанс. «Мы впервые встретились, старший, пожалуйста, простите нас, и если мы чем-то ненамеренно вас обидели». Она была ошеломлена тем фактом, что такое грозное существо внезапно появилось, чтобы остановить ее, но она также испытала большое облегчение, увидев, что в теле Даоса Се не было дьявольской ци. В противном случае, если бы они вдвоем опознали Даоса Се как священного предка, они бы немедленно развернулись и убежали, спасая свои жизни. «Вы никоим образом не обидели меня, но с этого момента вы должны оставаться здесь».
«Если вы отойдете хотя бы на полшага от этого места, я сразу убью вас обоих», сказал Даос Се в деревянной манерой, продолжая без каких-либо оговорок высвобождать свое ужасающее духовное давление. «Может быть, и явления, произошедшие ранее, имели какое-то отношение к вам, старший?» Не мог не спросить здоровенный мужчина в золотой мантии. «Вам не обязательно это знать», — бесстрастно ответил Даос Се. Несмотря на то, что в голове женщины проносились бесчисленные мысли, она все равно сразу же согласилась. «Понятно. В таком случае мы обязательно последуем вашим инструкциям и останемся здесь столько, сколько вы захотите, старший». Услышав это, Даос Се слегка кивнул, а затем перевел взгляд на дородного мужчину. На лице человека в золотой мантии появилась кривая улыбка, и он также ответил. «Я бы не осмелился противоречить твоим желаниям, старший». Только тогда Даос Се убрал свою устрашающую ауру, но он все еще оставался стоять на месте, не выказывая никакого намерения уйти. Женщина и здоровенный мужчина переглянулись, затем выпустили черное колесо и желтую тыкву соответственно. После этого они вдвоем сели на свои сокровища, похоже, начали медитировать. Однако на самом деле они оба использовали чрезвычайно редкую секретную технику духовного чувства расы демонов, чтобы общаться друг с другом. Друг Даос Феникс, как вы думаете, кто этот человек? Он не похож на человека или демона, но почему такое могущественное иноземное существо появилось на границе наших территорий людей и демонов? Может ли быть так, что он преследует и эту штуку тоже? С каких это пор наши две расы позволяют иностранным существам стадии Великого Вознесения входить на нашу территорию по своему усмотрению? В голосе крепкого мужчины прозвучал оттенок ярости, когда он прозвучал в сознании женщины. Трудно сказать, коллега Даос Дун Тянь. Из-за дьявольского вторжения многие суперформации, защищающие наши две расы, были уничтожены, поэтому иностранным существам стадии Великого Вознесения не будет слишком сложно проникнуть в наши две расы. Как существу, находящемуся на стадии Великого Вознесения, эта штука не должна принести ему особой пользы, так что он, скорее всего, здесь не для этой цели. Я предполагаю, что он просто что-то делал здесь, и мы наткнулись на него в неподходящее время. К счастью, он, похоже, не собирается нас убивать, пока мы его не провоцируем, ответила женщина, используя ту же секретную технику. Эти двое были никем иным, как двумя монархами-демонами, монархом Черного Феникса Сяогуаном и таинственным мышиным монархом Дун Тянем. Хань Ли однажды встречался с Сяогуаном во время съезда бесчисленных сокровищ, но о мышином монархе Дун Тяне он лишь когда-то слышал. Теперь, когда они оба появились в одном и том же месте в одно и то же время, они, естественно, не могли выйти просто для случайной прогулки. Однако они никогда не думали, что они будут насильно пойманы здесь существом стадии Великого Вознесения. Они оба чувствовали себя очень расстроенными, но, естественно, не осмеливались противостоять существу стадии Великого Вознесения, поэтому им оставалось только надеяться, что их освободят, как только Даос Се закончит то, что он делал. Что касается явлений на расстоянии, то теперь, когда два монарха-демона знали, что это как-то связано с этим существом стадии Великого Вознесения, они, естественно, не осмелились дальше вникать в этот вопрос. Я бы не был в этом так уверен. Эта штука не принесет особой пользы этому человеку, но, возможно, он пытается сохранить ее для своих младших. Если мы упустим эту штуку, мы можем потерять нашу последнюю возможность, чтобы перейти на стадию Великого Вознесения, сообщил мышиный монарх Дун Тянь, и выражение его лица слегка потемнело. Если бы это действительно было так, то мы могли бы только оплакивать нашу неудачу. Ты собираешься бороться с существом на стадии Великого Вознесения? Смиренно спросила женщина после недолгого молчания. Если этот человек действительно здесь ради этого, то у меня не будет другого выбора, кроме как признать это. Что касается того, действительно ли это так, я уверен, мы узнаем, как только явление на расстоянии закончится, ответил монарх Дун Тянь. Женщина просто закрыла глаза и не ответила на это, и вскоре после этого мышиный монарх Дун Тянь также закрыл глаза, чтобы медитировать. Даос Се, казалось, совершенно не подозревал о тайном разговоре, который только что состоялся между ними, и продолжал бесстрастно стоять на месте. Тем временем Серебряная Луна вызвала огромную проекцию Серебряного Волка в другом месте горного хребта, и в настоящее время он прорывался сквозь группу дьявольских существ. Бесчисленные полосы серебряного света вспыхнули в воздухе вокруг гигантской волчьей проекции, с неудержимой мощью расчленяя дьявольских существ. Внезапно раздался оглушительный грохот, и гигантский волк был остановлен массивным щитом, которым владел двуголовый и четырехрукий старший дьявол. Старший дьявол был ростом около 40 футов и чрезвычайно уродливым на вид. Он держал в 4 руках щит, дубинку, молот и посох. После того, как старший дьявол остановил проекцию волка своим гигантским щитом, в глазах старшего дьявола мелькнул свирепый взгляд, и он мгновенно нанес удар 3 видами оружия, чтобы поразить проекцию серебряного волка с разрушительной силой.
В результате проекция была мгновенно разрушена под мучительный вой, а из-за духовной связи, которую она разделяла с проекцией, лицо Серебряной Луны слегка побледнело, когда она вырвала полный рот крови, испачкавший переднюю часть своего платья. Несмотря на то, что Серебряная Луна уже достигла стадии интеграции тела, она только что достигла этого уровня, и ее силы все еще намного уступали силам опытного старшего демона той же базы совершенствования. Зловещая улыбка появилась на лице старшего дьявола, когда он исчез на месте, как облако черной ци. Глава 2190. Убийство внутреннего демона. В следующее мгновение над Серебряной Луной вспыхнули пространственные колебания, и появился старший дьявол, прежде чем в унисон обрушить на нее все 4 своих оружия. Серебряная Луна немедленно попыталась принять меры уклонения, но было уже слишком поздно, и в ее глазах начал проявляться намек на ужас. Однако именно в этот момент позади старшего дьявола внезапно бесшумно появилась проекция серого клинка, который затем вспышкой пронесся по его шее, после чего он был мгновенно обезглавлен, а столб крови поднялся на несколько футов вверх. Потеряв головы, оружие старшего дьявола тут же выскользнуло из его рук, и его обезглавленное тело слегка покачнулось, прежде чем рухнуть с неба. Только тогда стройная женщина в черной мантии появилась наверху среди вспышки серого света. На женщине была маска головы волка и пара черных перчаток, не обнажавших даже кусочка кожи. «Спасибо, что спасла меня, Ля-Ин». При виде женщины в маске на лице Серебряной Луны появилась смесь облегчения и благодарности. «Не нужно меня благодарить. Я ваш теневой страж, поэтому мой долг — обеспечить вашу безопасность. Чтобы предотвратить дальнейшее несчастье, позвольте мне убить этих дьявольских существ вместе с вами, молодая госпожа», — сказала Ля-Ин с улыбкой. Серебряная Луна была в восторге, услышав это, и сразу же сказала: «Хорошо, с твоим участием эти дьявольские существа почти мертвы». Ля-Ин кивнул в ответ, прежде чем броситься в толпу дьявольских существ, сразу после чего в воздухе вспыхнули полосы серого света, без всякого предупреждения разрубив нескольких дьявольских существ пополам. Тем временем Серебряная Луна наложила ручную печать, и гигантская проекция Серебряного Волка снова появилась позади нее во вспышке серебряного света. Эта проекция Серебряного Волка была немного более размытой, чем та, которую она вызвала ранее, но этого было более чем достаточно, чтобы справиться с оставшимися врагами. Таким образом, проекция Серебряного Волка прыгнула вперед по ее приказу и также начала убивать группу дьявольских существ. Вскоре после этого все дьявольские существа были убиты Серебряной Луной и Ля-Ин. Сюй Циньюй и другие члены семьи Сюй находились на вершине горной вершины неподалеку и с ошеломленным выражением лица наблюдали творившуюся резню, и озноб пробежал по их спинам. Существа на стадии интеграции тела действительно были гораздо более могущественными, чем они могли себе представить. Внутри внутреннего пространства демонов в огромном зале на вершине высокой горы собралось около 1000 мужчин в разноцветных одеждах. Они сидели вокруг десятков массивных столов и ели и очень шумно болтали. Столы были уставлены изысканными деликатесами и ароматным вином, что позволяло всем присутствующим пировать и пить в волю. В одном конце зала стоял замысловатый восьмиугольный стол, за которым на паре стульев тайши сидели 2 человека. Одним из них был красивый молодой человек в черной мантии с золотым кинжалом на поясе. Он оценивал своих подчиненных в зале со слабой улыбкой на лице. Человек, сидевший рядом с ним, тоже был молодым человеком со смуглым лицом, одетым в лазурное одеяние. Это был никто иной, как Хань Ли. В этот момент Хань Ли молча выпивал одну чашку вина за другой, и казалось, у него были какие-то мысли. На его плече сидела маленькая желтая птичка, а позади Хань Ли находился здоровенный мужчина в зеленой мантии с зеленым капюшоном на голове. Младший боевой брат Хань, всего за несколько лет наша секта Семи Тайн стала править всем государством. Теперь оно полностью находится под нашим командованием, это действительно достойно празднования. И если вы спросите меня, теперь мы можем рассмотреть возможность расширения наших сил на соседние страны. Я уверен, что наша секта Семи Тайн скоро станет одной из главных сил нации Юэ. Вы внесли наибольший вклад в успех нашей секты, поэтому, пожалуйста, примите этот тост от меня, сказал красивый молодой человек, когда он повернулся к Хань Ли с улыбкой, затем наполнил чашку вином и передал ее Хань Ли. Хань Ли взял чашу с вином, но вместо того, чтобы сразу же выпить из нее, он долго смотрел на нее, прежде чем, наконец, испустить слабый вздох. «Ты действительно хочешь, чтобы я выпил это вино, старший боевой брат Ли?» Выражение лица красивого молодого человека немного изменилось, когда он услышал это, но он все еще сохранял улыбку и спросил: «Что ты имеешь в виду, младший боевой брат Хань? Есть ли проблема?» Глаза Хань Ли слегка сузились, и он внезапно вылил все вино из чашки на землю. Как только вино коснулось земли, оно вспыхнуло палящим зеленым пламенем. Выражение лица красивого молодого человека полностью потемнело, когда он увидел это, и он быстро положил руку на рукоять своего золотого кинжала. Однако прямо в этот момент Хань Ли внезапно сказал спокойным голосом:
Несмотря на то, что ты замышлял против меня заговор, я не питаю к тебе никакой неприязни. Что ты имеешь в виду под этим? На данный момент мне больше нечего скрывать. В секте Семи Тайн может быть только один настоящий мастер секты, поэтому только один из нас может выйти из этого места живым, сказал красивый молодой человек со зловещим выражением в глазах. Ты на самом деле просто самозванец. Настоящий Лифей узнает, в чем заключаются мои истинные стремления. Он не был бы настолько глуп, чтобы думать, что я опустился бы до того, чтобы соревноваться с ним за роль мастера секты, сказал Ханли со спокойной улыбкой, и на лице молодого человека, слышавшего это, появилось удивленное выражение. Однако, прежде чем он успел сказать что-нибудь еще, Ханли внезапно сделал хватательное движение, после чего в его руке мгновенно появился лазурный длинный меч, который затем рассек воздух. Крепкий мужчина в зеленой мантии позади него был немедленно разрезан пополам, и две половины его тела рухнули на землю, превратившись в два потока черной ци, которые поднялись в воздух. Сразу после этого красивый молодой человек и все мужчины, обедавшие в комнате, мгновенно исчезли один за другим. В следующее мгновение даже весь массивный зал исчез под грохот. После того, как все снова стало ясно, Ханли обнаружил, что стоит на широкой улице, а мимо него проходит группа людей-культиваторов в стадии конденсации ци и установления основы. Это был низкосортный рынок культиваторов человеческого мира, и как только Ханли был поражен чувством знакомости, он сразу же лишился своих воспоминаний, и началась еще одна реинкарнация. Таким образом, он продолжал проходить один сценарий, похожий на сон, за другим. Каждый сценарий охватывал десятилетия и столетия, и все они были чрезвычайно реалистичны. Вдобавок ко всему, его воспоминания постоянно были запечатаны, поэтому в его сердце не возникало никаких подозрений. Однако духовное чувство Ханли было слишком сильным, и в сочетании со всеми его секретными техниками, усиливающими духовное чувство, он всегда мог самостоятельно сломать печати и проснуться от иллюзий. После этого он терпеливо искал человека, которого изображал внутренний демон, а затем убивал его, чтобы освободиться от иллюзии. Если глядеть из внешнего мира, то Ханли преодолел скорбь своего внутреннего демона всего за несколько часов, но на самом деле он уже провел более десятка жизней во внутреннем пространстве демонов. Однако, проходя через все больше и больше реинкарнаций, Ханли каждый раз мог пробудиться от иллюзий все раньше и раньше. Таким образом, время медленно шло, и Ханли удавалось все быстрее и быстрее убегать от реинкарнаций. После того, как во внешнем мире прошло почти полдня, Ханли уже пережил около сотни реинкарнаций, но с каждой реинкарнацией, от которой он освобождался, он становился все спокойнее и спокойнее. Во время этих реинкарнаций внутренний демон выдавал себя за его родителей, младшую сестру, хороших друзей и даже таких, как Нангун Ван и Фиолетовый дух. Однако все они были безжалостно убиты Ханли. В приступе ярости и разочарования внутренний демон начал выдавать себя за доктора Мо, Зенит Инь и других прошлых могущественных врагов Ханли, но все равно безуспешно. Внутри внутреннего демонического пространства Ханли медленно вытаскивал мерцающую золотую руку из груди испуганного седовласого пожилого мужчины. Из груди пожилого мужчины вырвалась вспышка серебряного пламени, и его тело мгновенно загорелось. Затем пожилой мужчина поднялся в воздух, как взрыв черной ци, вырвавшись из палящего серебряного пламени, прежде чем превратиться в разъяренную призрачную проекцию. Значит, тебе удалось увидеть и это перевоплощение. Ты действительно бессердечный ублюдок. Ты без каких-либо колебаний даже убил мастера, который кормил тебя и учил тебя столько лет. Ты только что сломал себе память. Не боишься ли ты, что убьешь кого-то действительно важного для тебя? Нет необходимости пытаться нарушить мое психическое состояние. Во время первых нескольких реинкарнаций, возможно, я бы колебался больше, но на данный момент я уже пережил около сотни реинкарнаций, и моя психическая стойкость теперь сильнее, чем когда-либо. Так что я ни за что не допущу такой ошибки. Напротив, ты выглядишь так, будто у тебя быстро заканчиваются трюки. В моих воспоминаниях ты не можешь найти слабых мест, которыми можно было бы воспользоваться, поэтому ты выдумываешь некоторых персонажей, которые даже не существуют в реальности, чтобы попытаться меня поколебать. Как это жалко. Бесстрастно ответил Ханли. Вот так? Тогда в следующем перевоплощении я превращусь в настоящего бессмертного. Посмотрим, как ты меня тогда убьешь. Внутренний демон взревел от ярости, по-видимому, на пределе своего разума. Что это за шутка? Даже я никогда раньше не видел настоящего бессмертного. Как ты собираешься в него превратиться? Кроме того, я больше не дам тебе шанса продолжать эту нелепую игру. Внезапно, пока он говорил, на предплечье Ханли появился зеленый след от меча. Сразу после этого вспыхнули пространственные колебания, и в его руке появился зеленый длинный меч, которым он мгновенно ударил по призрачной проекции. Невозможно. Откуда у тебя достаточно магической силы, чтобы использовать этот глубокий небесный меч? Призрачная проекция взвыла от ужаса и тут же попыталась принять меры уклонения, но было уже слишком поздно. Всплеск энергетических колебаний, пропитанных силой законов неба и земли, тут же обрушился на все пространства.
Призрачная проекция в ужасе корчилась и боролась изо всех сил, но была полностью заперта на месте силой законов неба и земли. С моей нынешней силой я могу нанести только одну атаку этим глубоким небесным мечом. Вначале ты, возможно, и смог бы убежать, но ты был ослаблен во всех этих перевоплощениях, поэтому для тебя нет никакого уйти, сказал Ханли холодным голосом, когда зеленый длинный меч мгновенно исчез из его рук.